Well, sometimes it's best to start with the most obvious question. Okay. You write historical fiction. More or less. Can you imagine the historical novel you would write 50 years from now, set today? Мне трудно ее себе представить, но, наверное, здесь будет уместна история о том, как я стала обдумывать какой-то свой следующий текст. Я не знаю, получится он или нет, но пока замечательная история у меня произошла с тем, что я начала его обдумывать, например, в 2012 году и придумала его как антиутопию. Прежде чем я успела его написать, она сбылась по пунктам. И поэтому мне довольно сложно давать прогнозы или что-то представлять себе, потому что реальность в данный момент сильно опережает мое воображение. No, it's true. It is. My novels are mostly contemporary, not always. And in the course of writing a novel set in contemporary times, it's hard to keep up with the changes. By the time the novel is finished, the political atmosphere 3 years ago is completely not the case anymore. Вот это ровно то, что произошло со мной. Я думаю, что мой случай не уникальный. Could you talk a little bit about where that's coming from and why now? Я думаю, что поскольку в той или иной степени мы сейчас все так или иначе наблюдаем реставрацию или сознательную реанимацию большого количества советских стереотипов, и в том числе у нас была соответствующая статья за гомосексуализм, и, наверное, мне действительно сложно сказать, наверное, страх перед другим, и, наверное, сейчас мы видим какую-то реанимацию и этих страхов в том числе. Безусловно, это необходимость создать ситуацию, когда на каждый случай жизни есть закон, который ты, не проснувшись и ничего не сделав, уже что-то нарушил. Наверное, эта ситуация, она воспроизводится с советских времен. Yeah, that was actually something else I was thinking about is this criminalization of homosexuality is just a first step. It's not just about censoring homosexual voices. There's a whole agenda yet to be revealed. What do you think about that? Мне нужно, чтобы это сейчас не прозвучало как преуменьшение проблемы, но, конечно, я думаю, что это криминализация всего вокруг, и в том числе ЛГБТ-сообщества как только части. Не потому, что это незначительная часть, а потому, что это только один из многих этапов. Это кафкианская логика, когда человек на всякий случай должен быть виноват, еще ничего не сделав, чтобы был механизм каким-то образом его наказать. Его наказать.